Аквадетрим применяется для профилактики и лечения дефицита витамина D, для профилактики и лечения рахита, при комплексном лечении остеопороза, в том числе постменопаузального. Способ применения и дозы. Препарат применяется внутрь. Таблетку растворить в воде комнатной температуры. Количество воды не менее 15 мл, 1 столовая ложка. Растворение таблетки занимает некоторое время, от 1 до 2 минут. Если врач не назначил иначе, препарат используется в следующих дозировках. Профилактические дозы. Доношенные новорожденные с 4 недель жизни до 2-3 лет при правильном уходе и достаточном пребывании на свежем воздухе 500 единиц, 1 таблетка в сутки. Недоношенные дети с 4 недель жизни, близнецы, младенцы, находящиеся в плохих жизненных условиях 1000-1500 единиц, 2-3 таблетки в сутки. В летнее время года можно ограничить дозу до 500 единиц, 1 таблетка в сутки. У взрослых здоровых лиц без нарушений всасывания 500 единиц, 1 таблетка в сутки. У взрослых пациентов при синдроме малабсорбции 3000-5000 единиц, 6-10 таблеток в сутки, за исключением пациентов с глюкозогалактозной малабсорбцией. Беременные женщины. Ежедневная доза 500 единиц, 1 таблетка витамина D3 на время всего периода беременности, либо прием 1000 единиц, 2 таблетки в сутки, начиная с 28 недели беременности. В постменопаузальном периоде 500-1000 единиц, 1-2 таблетки в сутки. Терапевтические дозы. При рахите ежедневно 1000-5000 единиц, от 2 до 10 таблеток, в зависимости от степени тяжести рахита, 1, 2 или 3, и варианта протекания на протяжении 4-6 недель, под тщательным контролем за клиническим состоянием и исследованием биохимических показателей кальция, фосфора, щелочной фосфатазы, крови и мочи. Начинать следует с 1000 единиц в течение 3-5 дней. Затем, при хорошей переносимости, дозу повышают до индивидуальной лечебной дозы, чаще всего 3000 единиц. Доза 5000 единиц назначается только при выраженных костных изменениях. По мере необходимости, после 1 недели перерыва, можно повторить курс лечения. Лечение проводится до получения четкого лечебного эффекта, с последующим переходом на профилактическую дозу 500-1500 единиц в сутки. При комплексном лечении постменопаузального остеопороза 500-1000 единиц, от 1 до 2 таблеток в сутки. Для поддержания адекватного уровня концентрации витамина D в крови 2000 единиц, 4 таблетки в сутки. Дозировка, как правило, назначается с учетом количества витамина D, поступающего с пищей. Противопоказания. Повышенная чувствительность к компонентам препарата, гипервитаминоз D, повышенная концентрация кальция в крови, гиперкальциемия, повышенное выделение кальция с мочой, гиперкальциурия, мочекаменная болезнь, образование кальциевых оксалатных камней, саркоидоз, острые хронические заболевания печени и почек, почечная недостаточность, активная форма туберкулеза легких, псевдогипопартериоз, дефицит сахарозы, изомальтазы, непереносимость фруктозы, глюкозогалактозная малабсорбция. С осторожностью применяют при состояниях иммобилизации, атеросклерозе, в период беременности и грудного вскармливания. У пациентов, принимающих тиазидные диуретики, а также у пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, принимающими сердечные гликозиды. У грудных детей при предрасположенности к раннему зарастанию родничков, когда от рождения установлены малые размеры переднего темечка. Особые указания. Избегать передозировки. Индивидуальное обеспечение определенной потребности должно учитывать все возможные источники этого витамина. Слишком высокие дозы витамина D3, применяемые им продолжительно, или ударные дозы, могут быть причиной хронического гипервитаминоза D3. Определение суточной потребности ребенка в витамине D и способы его применения должны устанавливаться врачом индивидуально и каждый раз подвергаться коррекции во время периодических обследований, особенно в первые месяцы жизни. При достижении адекватного уровня концентрации витамина D в крови у взрослых возможно продолжение поддерживающей терапии препаратом Аквадетрим в дозе 1500-2000 единиц, 3-4 таблетки в сутки. При отсутствии воды таблетку можно растворить во рту. Не применять одновременно с витамином D3 высоких доз кальция. Во время лечения необходим периферический контроль концентрации фосфатов в крови и моче.
При длительном применении колекальциферола необходимо регулярно определять уровень кальция в сыворотке крови и моче, а также оценивать функцию почек путем измерения сывороточного уровня кератинина. При необходимости следует корректировать дозу колекальциферола в зависимости от уровня кальция в сыворотке крови. Побочные действия. Повышенная чувствительность к компонентам препарата. Гипервитаминоз D. Симптомы гипервитаминоза. Потеря аппетита, тошнота, рвота, головные, мышечные и суставные боли, запоры, сухость в полости рта, полиурия, слабость, нарушение психики, в том числе депрессия, потеря массы тела, нарушение сна, повышение температуры, в моче появляется белок, лейкоциты, гиалиновые цилиндры, повышение уровня кальция в крови и его выделение с мочой, возможен кальциноз почек, кровеносных сосудов, легких. При появлении признаков гипервитаминоза D необходимо отменить препарат, ограничить поступление кальция, назначить витамины А, С и В. Лекарственное взаимодействие. Противоэпилептические средства, римфапицин, холестерамин снижают реабсорбцию витамина D3. Применение одновременно с тиазидными диуретиками повышает риск проявления гиперкальциемии. Сопутствующая терапия сердечными гликозидами, наперстянкой, может увеличивать их токсический потенциал вследствие гиперкальциемии. У таких пациентов необходимо контролировать показатели ЭКГ и уровня кальция в плазме крови и моче, корректировать дозу сердечных гликозидов, а также необходимо контролировать уровни дигоксина и дигитоксина в плазме крови при наличии показаний. Сопутствующая терапия глюкокортикостероидами может снижать эффективность витамина D3.